удивительная и загадочная пустыня Негев. Мы продолжаем наше путешествие и не перестаем удивляться новым открытиям. Привет! Мы в древнем городе Мамшит. В Израиле было 6 набатейских городов. На протяжении исследования караванов с Аравийского полуострова в Газу это были станции караванов, где они останавливались, чтобы передохнуть. Было 6 городов, осталось 3. В 2 из них мы были, это Авдат, Шифта и сейчас Мамшит. Все эти города охраняются ЮНЕСКО. Давайте посмотрим, что мы здесь увидим. Поехали! По сравнению с Авдатом и Шифтой, Мамшит пользуется огромной популярностью. Посмотрите, сколько народу. Читая про набатеев, я наткнулась на информацию, что мать Ирода Великого была набатейка. Это показалось мне так невероятно, что я углубилась в родословную Ирода. Самое интересное начинается в эпоху последних иудейских царей в I веке до нашей эры, когда иудейский царь Александр Янай силой присоединил арабскую Идумею к иудейскому царству и, присоединив, обратил их в иудаизм. Правителем Идумеи он назначил Антипатра I, который был одним из влиятельных людей Идумеи и по совместительству дедом Ирода Великого. После смерти Александра Яная, а вскоре его жены Соломеи, трон должен был перейти к старшему сыну Яная Гиркану, который не отличался лидерскими качествами. Но его младший брат Аристобул жаждал царствовать так сильно, что со своими сподвижниками организовал восстание. Гиркан отступил в Иерусалимскую крепость и сдался после взятия Аристобулом Иерусалимского храма. На этом борьба последних иудейских царей за власть могла бы закончиться, если бы в дело не вмешался Антипатр, сын того самого Антипатра, правителя Идумеи, который передал эту должность сыну. Я вас не запутала? Итак, этот Антипатр, напомню, что это был идумей арабского происхождения, принявший иудаизм. Так он был по совместительству советником Гиркана и отцом Ирода. Антипатр осознавал, что ему будет легче достичь власти над Иудеей при правлении слабого Гиркана, нежели воинственного и энергичного Аристобула. Поэтому он стал внушать Гиркану, что Аристобул замышляет его убить, и убедил его бежать к набатейскому царю Арету. В то же время Антипатр подкупает Арета, обещая ему вернуть 12 арабских городов, отнятых у него еврейской династией Хасмонеев, в обмен на поддержку Гиркана. И набатейский царь Арета, собрав войско в 50 000 воинов, осаждает Иерусалим. Но чтобы окончательно решить вопрос царствования в Иудее, нужно было заручиться поддержкой Рима. И Гиркан и Аристобул обращаются к римскому императору Помпею. При этом каждый из них дает Помпею денежное подношение, а попросту взятку. А Аристобул еще и дарит Помпею невиданной красоты золотую виноградную лозу. Но это ему не помогло. Помпей не был дураком и понимал, что иметь в Иудее безвольного Гиркана выгоднее, чем честолюбивого и амбициозного Аристобула. И после осады Иерусалима и взятия храма, усмирив недовольных, делает Гиркана первосвященником, при этом лишая его царского титула, а Аристобула оставляет ни с чем. А что же Антипатр? А он продолжал укреплять свое политическое влияние, и он женится на набатейской принцессе Кипре.
Антипатр оказался проницательным политиком. Он ловко лавировал между арабами, римлянами, египтянами и евреями и был признан Римом как правитель Иудеи. Антипатру удалось пристроить на хорошие посты и своих сыновей. Фасаил стал правителем Иерусалима, а Ирод управлял Галилеей. Так началась карьера 25-летнего Ирода, сына Идумея Антипатра и набатейки Кипры. Но это уже совсем другая история. На сегодняшний день Мамшит знаменит двумя церквями. Они были возведены в византийский период и являются самыми древними среди всех существующих в мире. Восточная церковь уникальна изображением креста на напольной мозаике. Это изображение говорит о том, что эта церковь была построена до 427 года нашей эры, когда запретили изображение креста на полу церквей, дабы не наступать на крест. Вот он, кусочек мозаики, маленький кусочек мрамора. Нам повезло, что мы решили посетить Мамшит во время праздника Суккот, потому что в эти дни здесь работает колоритный восточный базар. Gamata side?
Без покупки я не ушла.